Всем привет! Сейчас я занят изготовлением большого сварочно-монтажного стола для своей мастерской. И мне нужно просверлить 250 отверстий под быстросъемные прижимы. Хотелось бы просверлить эти 250 отверстий максимально ровно, вертикальными, но и не сойти с ума при этом. Одним из способов может быть использование обычной стойки для дрели за 1500 рублей и переворотом ее вот в такое положение. Чтобы она не опрокинулась, прижимаем ее вот такой планкой на струбцинах и сверлим. Но 250 раз переставлять эти струбцины в прижимную планку — с ума сойти. Решено сверлить эти отверстия с помощью магнитной дрели или магнитной стойки для дрели. Посмотрел в интернете, и самая дешевая магнитная стойка стоит 43 тысячи рублей. Уровня Bosch и подобные сразу 100 тысяч с лишним. Обалдеть, просто стойка для дрели. Короче, я завелся, делаем. В конце видео я покажу самый простой и очевидный способ изготовления такой стойки. А пока делаем все по фэншую. Для этого нам понадобится пара старых автомобильных стоек, электромагнитный замок от двери с усилием прижима 450 килограммов, блок питания 12 вольт постоянных к нему, разные выключатели, кнопочка аварийной остановки, подшипнички, розетка, пара зубчатая рейка шестеренка, ну и кое-какой металлолом. Первое, что нам надо сделать, это разобрать стойки и освободить штоки, которые будут служить направляющими в нашем станке. Их диаметр 22 мм. При разборе стойки мы найдем около 10 тонких шайб толщиной от 0,1 до 0,7 мм. Мы их не выбрасываем, будем использовать потом в качестве регулировочных прокладочек. Неприятным сюрпризом оказалась приваренная к штоку направляющая. Она приварена на 4 точки. Ее можно попробовать сбить зубилом и подчистить болгаркой, как я поступил с одной из них. Или срезать на токарном станке, что более технологично. Так я поступил со второй стойкой. Корпус для основания станка будем делать из обрезки трубы 60 на 80 со стенкой 4 мм. Такая толщина стенки обеспечит необходимую жесткость всего станка. Длина корпуса подбирается под выбранный электромагнит, плюс 3-4 см под крепление стоек. В моем случае общая длина 20 см. В нижней части корпуса размещаем отверстие под наш электромагнит и вырезаем лишнюю железку. Готово. Магнит будет располагаться внутри вот этой трубы. Размещаем и делим корпус на две части. И одновременно уменьшаем его высоту на 10-12 мм. Лишняя высота может помешать дрели в собранном станке опуститься до самого низа. Получились две вот такие вот половинки. К одной из частей привариваем две вот такие пластинки для соединения верхней и нижней частей корпуса винтами. Приварить надо покрепче, потому что первый вариант при сверлении у меня отогнуло и получилось не очень точно. Далее делаем крепежные элементы для направляющих. Для этого мы собираем корпус и прихватываем к нему верхние и нижние детальки, чтобы просверлить их за один раз. Таким образом мы получим соосность всех отверстий, и при дальнейшей сборке наши направляющие станут строго параллельны друг другу, что очень важно. Разделяем наши детальки и дальше каждую обрабатываем по отдельности необходимыми сверлами. В верхнем креплении отверстия будет 10 мм диаметром, в нижнем 12 мм. Ну а в корпусе я буду сверлить коронкой 25 мм, так как там будет еще одна дополнительная направляющая.
будем делать подвижную платформу для крепления дрели. Для этого обрезки подходящих труб растачиваем под диаметр наших штоков. У нас это 22 мм. Длина подвижной части будет 150 мм. И, конечно, лучше взять цельные трубы, но у меня подобных кусочков не нашлось, я буду делать из 4 частей. Ну и протачивать короткие трубки проще. Еще вытачиваем 2 бочонка, которые будут приварены к нижнему креплению для лучшей фиксации наших направляющих. Их длина 25 мм. И с одной стороны делаем проточку под отверстие верхней части корпуса, куда она будет входить. Собираем верхнюю и нижнюю часть корпуса на струбцинках и размечаем и засверливаем отверстия под крепежные винты. Засверливать лучше тоже совместно, так получается точнее. Осталось нарезать резьбу в приваренных планках. Я буду это делать довольно смело с помощью шуруповерта. Диаметр маленький, можно вполне себе это позволить. Следующий этап — изготовления подвижной платформы для дрели. Для этого из листа четверки отрежем 2 пластинки размером 40 на 150 мм. Рабочая длина наших направляющих с учетом всех креплений остается 300 мм. И при длине платформы в 150 рабочий ход также будет 150 мм, что неплохо. Одеваем проточные трубочки на направляющие на наши, и эти штоки фиксируем с помощью верхних и нижних крепежных пластин, которые мы засверливаем вместе. Далее проверяем соосность направляющих, поскольку от нее будет зависеть подвижность платформы. Отличный результат, уложились в 1/100. Укладываем на трубы подготовленные пластины. В одной сделано 2 отверстия под крепление зубчатой рейки, а к внутренней части второй приварены 3 гайки под крепление для дрели. Тщательно выравниваем эти пластинки и привариваем. Варим небольшими прихватками, чтобы детали не повело относительно друг друга. То же самое со второй пластиной. К нижней части опоры привариваем выточенные бочонки для лучшей устойчивости направляющих. Получилась вот такая опора. Чтобы ее приварить к основанию, собираем корпус. И поскольку от того, как точно мы выставим направляющие, будет зависеть точность прибора, уделяем этому необходимое время. Выставляем по угольнику, прихватываем, проверяем, корректируем и затем обвариваем.
Вот корпус нашего станка с направляющими практически готов. И теперь в корпус надо разместить вот этот магнит. Таким образом. Для этого мы используем обрезочек трубы 60 на 60. Как раз подходит под размер магнита. И из него сделаем крепление для корпуса. По краям полученной коробочки просверлил отверстие для крепления магнита. Вкладываем магнит и прикручиваем его винтиками. Крепление магнита будет с помощью 4 болтов к верхней части основания. Для того, чтобы просверлить отверстие, мы закладываем магнит в наш корпус собранный и совместно просверливаем это отверстие. К полученным отверстиям держателя магнита изнутри привариваем гаечки и собираем на болты М6 небольшой длины. При сборке важно выставить магнит точно по плоскости основания. Для этого используем набор шайб разной толщины, в том числе и снятые при разборке стоек тоненькие шайбочки. Получилось точно, я доволен. Из обрезка толстостенной трубы вытаскиваем 2 кольца под подшипники для приводного вала. Подшипники используем обычные 30 на 10, толщиной 10 мм. К выточенным кольцам привариваем обрезочки уголка и получаем шикарные корпуса под подшипники. И с помощью керна фиксируем подшипники в этих корпусах. Еще нам понадобятся вот такие вещи. 2 старых стойки стабилизатора и старая рулевая тяга. Диаметр стоек стабилизатора 9 мм. Из них мы нарезаем 3 прутка по 11 см длиной. Это будут воротки для приводной рукоятки станка. А из старой рулевой тяги вытащим приводной вал и 3 наконечника на эти воротки. Диаметр рулевой тяги 15 мм. Начнем с приводного вала. Его длина будет 100 мм, диаметр основной части 10 и 12 мм это будет диаметр под рукоятку. Заготовка хоть и небольшой длины, но довольно тонкая. Поэтому при проточке поджимаем ее вращающимся центром. На заготовках под воротки уменьшаем диаметр с 9 до 8 мм с обоих сторон, чтобы нарезать резьбу. Делаем набалдашники на воротки. Начинаем со сверления и нарезания резьбы.
М8 под эти вороточки. В эту резьбу заворачиваем вот такой вот вспомогательный болтик с отверстием под вращающийся центр. И с помощью малой продольной направляющей не спеша точим конус. Отрезаем, накручиваем на вороток и шлифуем в патроне с помощью шкурки. И так 3 раза. Получаем вот такие собранные вороточки. Процесс изготовления приводной рукоятки для нашего станка завершаем изготовлением центральной головки. Протачиваем, сверлим отверстие и нарезаем резьбу. Как просверлить отверстие в конусной части, можно посмотреть в видео по ссылочке в верхнем углу экрана. Ну и собираем все. Друзья, на сегодня все. В следующий раз мы закончим собирать вот этот чудесный станок и даже попробуем его в работе. Мой складной сварочный стол очень ждет встречи с этим станком. Не переключайтесь. Удачи и до новых встреч. Пока.